правил частного инвестора. И сегодняшние правила звучат следующим образом. Звучат так. Соблюдай инвестиционную дисциплину и не будь жадным. Одно из правил – это соблюдай инвестиционную дисциплину. Второе правило – не будь жадным. Давай мы рассмотрим, что такое инвестиционная дисциплина. Очень важно соблюдать инвестиционную дисциплину, потому что как только ты ее перестаешь соблюдать, а люди ее перестают соблюдать из-за того, что они становятся жадными, я тебе объясню, что такое инвестиционная жадность и что такое, скажем, жадность, которая влияет на то, что человек теряет практически все. Итак, инвестиционная дисциплина в чем заключается? Предположим, ты составил финансовый план, и в 3 классе с начальной школе мы рассматриваем, как составлять твой собственный финансовый план. Но также ты получал в 3 уроке, в 4 уроке финансовые планы, то есть это приблизительный финансовый план, но это общий финансовый план. Но есть такой четкий, детальный финансовый план, который мы рассматриваем. Так вот, представь себе, ты составил финансовый план, и ты наметил, что может быть он у тебя на 12 месяцев, может быть на 24 месяца, может быть у тебя на 60 месяцев, может быть на 120 месяцев, то есть на 10 лет. Но ты в финансовом плане прописал, предположим, твой финансовый план на 36 месяцев. Ты в финансовом плане прописал, что ты определенные проценты получаешь, и при достижении определенной суммы, либо при достижении определенных процентов, либо при достижении определенного срока действия. Я, допустим, при определенном сроке действия, неопределенной сумме, которую заработал, финансовый план выработал на 12 месяцев. И через 12 месяцев, предположим, ты захотел брать уже 50% с доходности с ежемесячной и тратить на себя, а 50% реинвестировать дальше. Ну, предположим, твой такой финансовый план. Ну, предположим, твой финансовый план был сосредоточен на том, как заработать $100 000 за капитального дохода за 12 месяцев. И ты потом решил, что из этой суммы, которая тебе ежемесячно потом дает определенный процент, ты 50% тратишь на себя, ну, предположим, под 1% в день ты разместил, 20% в месяц. Ты получаешь $20 000 в месяц, 10 тысяч в месяц ты тратишь на себя, $10 000 ты опять реинвестируешь. В твоем финансовом плане прописано именно такое действие. Но вдруг ты заработал $100 000 за 7 месяцев. И ты уже решил, или через 6 месяцев ты смотришь, что ты идешь по проценту, не по 1%, а по 2, по 3% в день ты начал зарабатывать, да? В среднем зарабатываешь 15% в неделю, там 10% в неделю. Вау, посчитал, что это гораздо выше. И ты уже через полгода начал забирать 50% из дохода, который ты имеешь ежемесячно. Что наступает в этот момент? В этот момент наступают страшные вещи. В этот момент вдруг начинает теряться прибыль, в этот момент вдруг не поступают какие-то доходы, в этот момент вдруг происходит такое, что ты ничего не можешь понять, твои капиталы начинают вдруг таять, и с каждым днем ты хватаешься за голову и не знаешь, что делать. А проблема лишь только в том, что ты нарушил инвестиционную дисциплину. Это один из примеров, почему нарушается инвестиционная дисциплина. Как только ты сосредоточил свой план и ты сказал, что я буду идти по своему инвестиционному плану, ты должен идти по инвестиционному плану. Еще один из примеров нарушения инвестиционного плана. Предположим, в этом инвестиционном плане ты наметил себе такую вещь, что 50% от дохода, который ты получаешь, допустим, еще один источник доходов, ты инвестируешь и увеличишь свои капиталы. А ты, допустим, подумал, ну ладно, в этом месяце 50% не положу 10%, а в следующем месяце положу уже, допустим, все 100% заработка, который я получу. Ну, у тебя, допустим, 2 источника дохода, один источник дохода тебе дает возможность жить на твои нужды, а второй источник дохода, который ты сказал, так, 50% на себя, 50% я буду реинвестировать. И ты себе задал задачу, что 50% от этого дохода, без разницы, сколько он будет, либо $100, либо $1000, но 50% ты должен отложить, инвестировать. Но ты взял и не пошел по тому пути, по которому наметил. Здесь опять ты получаешь ляпус, так называемый. У тебя опять начинает что-то двигаться не в ту сторону. Вот в этом есть проблема. Поэтому запомни, нарушать инвестиционный план ни в коем случае нельзя. В чем еще проблема? И как вот инвестиционная, скажем, дисциплина, она влияет, жадность влияет на инвестиционную дисциплину? Иногда люди говорят, вообще, если ты занимаешься инвестированием и
если ты хочешь начать инвестировать, ты должен понимать, что должен сосредоточить как минимум 4-5 объектов, взять для инвестирования и сосредоточить там свои активы для того, чтобы получать как минимум от 5 источников, объектов инвестирования должен получать доход. Но некоторые люди говорят, я не буду вкладывать туда, я не буду вкладывать в тот фонд, я не буду вкладывать в тот проект, потому что я не верю, пускай будет меньше, там 25% годовых, но зато кредитный союз. Либо пускай это будет меньше, но зато это банк 20% годовых, либо 15% годовых в национальной валюте, зато это будет банк. Я знаю огромное количество людей, у меня есть знакомые, которые по 1 миллиону гривен по сегодняшний день, с 2008 года, не могут забрать свой 1 миллион гривен. Да, есть, скажем, гарантия возврата вкладов, но банк, он до сих пор не признан банкротом. И почему? Для того, чтобы не отдавать вкладчикам деньги. Опять же, государство водит за нос тебя и огромное количество людей. И будет водить за нос. Потому что ты должен понимать, что в этом жестоком финансовом секторе рынка необходимо держать нос по ветру. Необходимо всегда понимать, куда движется рынок и как себя вести дальше. И если ты содержишь только в одном объекте инвестирования все свои средства, даже если это гарантированные проценты, они могут рухнуть. Я думаю, что среди людей, которые меня сейчас слышат, вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. Теперь давай я тебе приведу простой пример. Когда-то в 1993 году я пришел из моря, у меня было достаточно большое количество денег, я заработал, за 4 года ходил в море, и я начал свой собственный бизнес. И я тогда посчитал, а когда в 2004 году, в 2003 году, я прошел один семинар по инвестированию, нам давали задание составить капитализацию процентов на 30, на 20 лет, там, под определенные проценты. Я вдруг осознал, что если бы я на тот момент, когда пришел с моря, половину своих денег, $50 000, разместил бы в 5 объектов инвестирования, 2 в банковский сектор, еще 2 в частный сектор, еще 2, тогда появлялись так называемые фонды финансовые. Я посчитал, что за 15 лет мои бы капиталы, то есть из моих $50 000, даже с учетом той инфляции, которая была, у меня бы из $50 000 было бы как минимум $500 000. Я посчитал это с учетом того, что из 5 инвестиционных объектов в убыток ушло бы 3, а 2 дали бы мне плюс. Так вот, я бы получил $500 000. Когда же я проанализировал, а сколько бы действительно рухнуло за это время инвестиционных объектов, куда я бы разместил тогда свои активы, мне предлагалось, а рухнул всего лишь один банк. Все остальные банки были живые, все остальные объекты инвестирования, куда я долевое участие мне предлагали войти, все были живые, и эти компании сегодня имеют акции, я был бы акционером этих компаний. Я почему тебе говорю этот пример? Нельзя возвращаться в прошлое, да, там вспоминать это плохо, но прошлое может быть нам учителем. Да, прошлое, не существует прошлого, не существует настоящего, будущее, существует только настоящее. Но прошлое может быть нашим учителем, прошлое может быть нам хорошо показать путь, где мы делали какие-то ошибки. Вот в этом есть одна особенность, что когда ты содержишь только в одном объекте инвестирования, ты становишься жадным человеком. Не жадный человек в инвестиционном плане, это тот человек, который размещает в несколько объектах инвестирования свои средства. Какую-то часть денег он размещает там, где больше доходность, какую-то часть денег там, где средняя доходность, какую-то часть денег там, где меньшая доходность. О финансовом портфеле мы будем говорить в 10 классе. Но финансовая жадность, инвестиционная жадность приводит к тому, что люди разоряются. Они перестают быть дисциплинированными, и они разоряются. На сегодня мы все поговорили. И я думаю, что ты понял, что такое инвестиционная дисциплина, вкратце, и что такое инвестиционная жадность. Поэтому я тебе предлагаю всегда быть дисциплинированным и всегда убрать от себя это чувство жадности. Да, ты думаешь, что это чувство гарантии, на самом деле это чувство жадности. Ну а завтра у нас 7-й урок. Очень хороший урок, 7-й урок. Он у нас называется «Обучение». Мы поговорим, что такое обучение и каким образом оно влияет на то, что ты повышаешь свой уровень инвестиционных знаний и что тебе дают инвестиционные знания. Но это будет завтра. Пока-пока, до завтра.